Всем привет! В этом видео буду собирать арбалет Хельсинг из Metro Exodus с очень интересной для меня конструкцией. Постараюсь его сделать максимально похожим и с теми же функциями. Арбалет современный, хоть и из подручных материалов, с высокой точностью стрельбы и всякими примочками. А кто-нибудь знает, как выглядели первые арбалеты? Есть мнение, что впервые это оружие появилось аж в 1250 году. Но все это очень неточно. Вы только вдумайтесь, как долго люди шли к этому изобретению. От швыряния камней и обычных луков до крутых самострелов, которые используют даже сегодня. Прямо как в Rise of Civilizations. Здесь ты выбираешь одну из 11 великих цивилизаций и помогаешь ей развиться с древнейших времен до эпохи процветания феодализма. У каждой цивилизации своя уникальная архитектура, свои особенности и знаменитые исторические герои, которых можно призвать сражаться на своей стороне. Гай Юлий Цезарь, Жанна Дарк и многие другие прославленные полководцы готовы встать под ваши знамена в Rise of Civilizations. Но если ты хочешь мира, а не войны, то можно ведь заниматься чем-то еще. Торговля, политика, строительство. Может, ты и не станешь знаменитым завоевателем, но можешь прославиться как мудрый исследователь или даже первооткрыватель. Мир игры настолько огромен, что в нем даже сейчас существуют неизведанные территории. А при помощи уникальной системы бесконечного приближения ты сможешь легко переключаться от глобальной карты к отдельным поселениям и городам. В итоге Rise of Civilizations отлично подойдет для любителей классических стратегий в современной оболочке. А скачать ее можно бесплатно по моей ссылочке в описании. Начал свою работу с рукоятки, которую буду собирать сам, так как не удалось найти похожий советский краскопульт. По большей части это декоративный элемент, так как от краскопульта тут только ручка и курок. Из 2-мм листа металла вырезал две части для будущей ручки. Соединил их пластиной из того же материала, оставив место под механизм перезарядки. Над ручкой находится верхняя крышка, к которой крепится направляющий и прицел. Выпилил ее из пластины и согнул в коробку при помощи надпилов. Привариваться к ручке она будет через металлические проставки. Затем перешел к направляющим арбалета, замерил их по рисунку и отпилил от листа две полосы. Они будут приварены по бокам верхней крышки, пока только на прихватке, так как в процессе требует небольшой регулировки. В передней части арбалета полосы закрывает колодка. Этот элемент играет связующую роль между плечами и остальной конструкцией арбалета. Именно на колодку приходится основная нагрузка обратной отдачи. По этой причине эту деталь я сделал из более толстой стальной пластины. Сгибал ее вручную об край верстака. В переднюю часть колодки будет вварена пластина, которая придаст детали дополнительную жесткость. В ней нужно сделать окно под арбалетные болты. Отверстие овальной формы сделал по такому способу. Сначала просверлил отверстие по периметру, выбил ненужную часть и сгладил края прямо шлифовальной машиной. Перед тем, как приварить ее на свое место, отпилил еще две боковые пластины, в которые будут прорези направляющие под механизм натягивания тетивы. Теперь можно соединить все детали вместе. Под направляющими есть еще один силовой элемент, который соединяет колодку с рукояткой. Он выполнен дизайнерами Metro из видоизмененной велосипедной вилки. По сути, от нее мало толку, но арбалет сразу выглядит дико кустарной самоделкой с нотками постапокалипсиса. Сварил рога вилки под нужным углом и приварил получившуюся деталь к колодке. Также модифицированная вилка является цевьем арбалета, который крепится накладка для передней руки. К пистолетной рукоятке вилка крепится через кронштейн и прикручивается через дроп-аут.
Вторая труба вилки также крепится к рукоятке через трубку. Также этот элемент выступает в качестве защиты руки. Основная рама арбалета готова, теперь ее можно обшить разными элементами. Начал с механизма взведения тетивы, по совместительству приклад арбалета. Приклад будет съемный, для этого взял удлиненную гайку, с которой убрал все грани и превратил ее в муфту. В одну гайку будет вкручиваться шпилька приклада, другая будет выполнять функцию контргайки. На мой взгляд, самая интересная деталь этого арбалета — это механизм взведения тетивы. За основу его был взят квадратный прут, крепиться он будет к нижней части рукоятки. Усиливающим элементом конструкции будет выступать металлический прут, который нужно согнуть под анатомию кисти, чтобы он не мешал держать арбалет. На него будет привариваться соединительная муфта, а на муфту будет приварено кольцо, которое будет держать защелку, фиксирующую приклад. Она будет сделана из двух деталей и металлического стержня. Для фиксации в рукоятке сделал пазы для стержня. Далее сделал из прута крючки для тетивы. По бокам приварил к ним выступы для пазов направляющих. Приварил крючки к ранее сделанной детали и проверил их работу. Этот узел еще будет регулироваться после прикручивания приклада и установки тетивы на арбалет. Перед вырезанием приклада сделал для него крепление к соединительной муфте из шпильки с наваренной на нее гайкой. Рисунок на контргайке сделал обычной болгаркой, крест-накрест. Перешел к изготовлению приклада, его сделал из куска доски с применением шаблона из общего рисунка. В оригинале этот приклад составной, я не стал ослаблять конструкцию и сделал его из цельного куска древесины. Как раз эти два куска и соединяет деревянная рейка по центру. Для соединения в прикладе просверлил отверстие, а на крепление приварил кусок арматуры и склеил эти две детали вместе. Таким образом получилось сделать интересный механизм заряда арбалета вместе с прикладом. Из колодки по бокам выходят два кронштейна крепления плечей арбалета, которые я сделал из довольно-таки массивной металлической плиты. Это самая сложная деталь, так как требует много механической обработки, но чтобы было похоже, ее придется сделать. Теперь получившиеся заготовки привел к общему знаменателю. Для вырезания отверстий использовал такой же метод, как и с ранее сделанной колодкой арбалета. Для плечей на концах деталей приварил по кругу с просверленными в них отверстиями. К кронштейнам приварил пластины для крепления их к колодке. Пока закрепил их на колодке с помощью точек сварки. Для плечей арбалета буду использовать рессору от какой-то грузовой машины. Немного переборщил с толщиной рессоры, и по итогу ее пришлось сделать тоньше, сошлифовывать лишний металл.
придал куску форму плеча арбалета и сделал вырез под кронштейн. Крепиться плечо будет с помощью двух обрезков трубы, в которых будут сделаны пазы. Через шайбы собрал все вместе и зафиксировал между ними плечо, то же самое сделал с другой стороны. Перешел к изготовлению амортизаторов, которые гасят остаточную инерцию после выстрела. Конечно же, таких маленьких амортизаторных стоек я не нашел, и сделал их своими руками из трубки и куска прута. Наварил на шток ограничитель, который будет упираться в шайбу рубашки. Тем самым шток останется на месте и не будет выпадать. Пружину стойки сделал из дверной пружины. Растянул ее до нужной длины витка и отрезал нужный размер. Приварил к штоку шайбу, а поверх нее кольцо. Соединять плечо и амортизатор будет деталь, сделанная из пластины и согнутая под нужным углом. К колодке стойка будет крепиться через кольцо, согнутое из прута. Не знаю, насколько эта система будет рабочая, но выглядит арбалет с ней очень круто. К плечам нужно прикрепить блоки через П-образную пластину, также к ней будет крепиться тетива. Ролики взял круглые, так же как в оригинальном арбалете. Спусковой крючок возьму из сломанного краскопульта, он как раз подходит по форме к конструкции арбалета. Так как он сам сделан из тонкого металла, за ним будет находиться усиливающая Г-образная деталь, на которой в будущем будет находиться замок тетивы. Когда почти все элементы готовы, можно провести проверку арбалета. Для этого натянул обычную веревку и попробовал зарядить арбалет. Возвратный механизм в курка хотел переместить в ручку в сборе, но он не подошел по ширине. Пришлось разобрать его и сделать новый корпус для штока из болта. Далее нужно изготовить магазин арбалета с подачей стрел при перезарядке. Как было понятно из промо-ролика, это все-таки модификация, которую я не смог реализовать в данном арбалете. На тот момент мне казалось это сложной задачей, которая повлечет за собой полную переработку рукоятки с изготовлением сложного механизма, который просто так не сделать в кустарных условиях, и плюс ко всему нужна точная настройка. Понимая это, я все-таки сделал все элементы магазина рабочими, кроме механизма поворота штока для подачи стрел. К магазину сделал клипсу, которая будет удерживать его на своем месте. После этого сделал зажим для стрелы, в который можно будет вставлять болты как снизу, так и сверху. Арбалетные болты будут сделаны из алюминиевой трубки. Для механизма подачи стрел взял металлический прут, на конец которого прикрутил шкив для приводного ремня. Он остался у меня после изготовления станка для будущего проекта. На шток надел шестерни для арбалетных болтов и муфту, в которой шток будет вращаться. Как раз таки вот эта деталь должна вращать весь механизм. Из ПВХ пластика сделал накладку на рукоятку в виде корпуса краскопульта. Для цевья взял также ПВХ пластик, разогрел его, обернул вокруг трубы и надел на него пластиковую ручку. В покраске арбалет почти не нуждается, закрасил только приклад и вилку. Ну и вишенкой на торте будет целеуказатель из советской монетки. В качестве тетивы использовал стальной трос, затем провел небольшой тест.
Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео.